Недавно в Китае состоялась встреча Министерства торговли страны с представителями местных автомобилестроительных компаний. На совещании власти Китая рекомендовали автопроизводителям воздержаться от инвестиций в создание автозаводов за рубежом, особенно в Индии, России и Турции. Также в более мягкой форме были указаны риски при работе в Евросоюзе и Таиланде. Основная рекомендация заключалась в том, чтобы не создавать предприятия полного цикла в указанных странах. В то же время китайские власти поощряют открытие за рубежом заводов для финальной сборки, куда будут поставляться комплектующие и компоненты из Китая для дальнейшей сборки готовых автомобилей. На внутреннем рынке Китая сейчас наблюдается стагнация, что является одной из причин, по которой власти страны рекомендуют ограничиваться площадками для сборки машин за пределами Китая. Производство комплектующих для экспорта позволяет поддерживать загрузку национальных производителей. Кроме того, китайские компании в последние месяцы стали опасаться возможных вторичных санкций за сотрудничество с российскими партнерами. Недавний пример. Российский консорциум из 3 крупных компаний не смог договориться с ФАВ о производстве автомобилей Hongqi под брендом Aurus на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Что касается Индии, для Китая актуальна напряженность в отношениях между странами, вызванная пограничным конфликтом в 2020 году. Из всех китайских компаний, работающих в России, только Haval Motor, входящая в Great Wall Motor, активно инвестирует в страну. Ее завод в узловой Тульской области работает по полному циклу, включая собственные штамповочные цеха. А вот АвтоВАЗ будет вкладывать в новые модели 45 миллиардов рублей в год. Утвержденная инвестиционная программа АвтоВАЗа, рассчитанная до 2030 года, предусматривает ежегодные вложения в размере 45 миллиардов рублей для модернизации производства и расширения модельного ряда. Об этом сообщает вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Мы будем ежегодно инвестировать более 45 миллиардов рублей в период до 2030 года, сообщил Громак на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. До конца 2024 года АвтоВАЗ планирует запустить производство 2 новых моделей – бизнес-седана Lada Aura и электромобиля Lada E Largus. В начале 2025 года начинается серийное производство седана Lada Iskra. А на какой машине сейчас передвигаетесь вы? Напишите в комментариях.